Праге на моем самом любимом смотровом споте. Он называется «Пражский метроном». Сегодня у меня началось такое небольшое хаотическое путешествие длиной в 4 дня, конечной целью которого является не Прага, а Стамбул, где я должен встретиться с Тошей, которого вы можете помнить по видосу из Барселоны. И знаете, почему это мой любимый спот? Вы просто посмотрите на этот вид. Время сейчас 10 часов утра, у меня главная задача найти место, где я бы мог вырубить кофейка. Я уже нашел парочку Старбаксов, но давайте будем честны. Почему это может быть проблемой? Видите ли, сегодня 28 октября, государственный праздник. По государственным праздникам, если вы следите за моим каналом, очень многие мероприятия в Чехии просто решают забить на сверхприбыль и не открываться к чертовой матери. Поэтому я очень сильно надеюсь, что одна очень атмосферная кофейня сегодня будет открыта. Ну или пойдем в Starbucks. Итак, я выпил кофе, перекусил. Теперь могу спокойно дойти до главного вокзала, забрать свой чемик, сесть в трансфер до аэропорта и там уже дожидаться своего рейса. Ну что, я в аэропорту. У меня, слава богу, не возникло никаких проблем с таможней или еще чем-то. Меня спокойно выпустили из страны. Главное, чтобы впустили обратно. У меня где-то остался час до вылета, гейт уже открыли, так что можно пойти спокойненько, просканировать все и ожидать вылета. Я в Стамбуле. Погоди, ты откуда, блядь, взялся? Вон. Ну что, как первая пробежка? Пойдем жарить бублики. Короче, мы на легком пробежали где-то 3 километра с темпом 5:30, у меня получилось 5:31. Типа того. О. Ну а сейчас по доброй традиции бублики после спорта, да. Антон решил привести меня к достопримечательности, так сказать, обзорную экскурсию. Вон туда куда-то. Скажи мне, спортсмен, за что ты меня ненавидишь? Смотри, у меня есть несколько весомых поводов. Один из них это то, что ты меня в субботу после рабочей недели разбудил в 9 утра, чтобы побегать ссаные 3 километра. Я думаю, этого недостаточно для того, чтобы дать нормальную нагрузку для организма, поэтому туда. Красный трамвайчик, который, как вы видели у меня, только здесь этим фуникулером. Здесь вот фуникулер, насколько я знаю. Ну и вот
С каких пор от пива у меня голова начала болеть? Все это возраст, блядь. Золотая турки лира, которая эквивалентна, по-моему, 7200 лир. 7200 лир. То есть, вот, ну, короче, по-моему, она первая возможность что-то записать в таком влоговом формате, потому что, ну, скажем так, Стамбул не совсем располагает к влоговой съемке. Очень много людей, очень шумно, не везде можно приткнуться. Город безумно красивый. Я очень рад, что встретился с Антоном. Сегодня у нас, ну вот, получается, второй полноценный день. Завтра мне уже уезжать. Но у нас еще есть впереди целый вечер, еще часа 2 до него, чтобы успеть подснять какие-то моменты, что-то сделать нормально, подшопиться. Но в целом мне нравится то, что получилось. Я проветрил голову, и жить стало полегче. Посмотрел интервью Noise MC, и, ребята, я, наверное, всем советую его посмотреть. Вещь, которая оставляет пищу для размышления, это 100%. В остальном, ну, дай бог вам всем побывать в Стамбуле не потому, что нужно уехать, а потому что хочется приобщиться к культуре и взглянуть на место, которое бывшая Османская империя все-таки это величественно. Это, наверное, подходящее слово. Безумно красивый город, очень интересные люди, очень интересный менталитет, но проживя вот уже больше года в спокойной европейской стране, ты понимаешь, что твое, что не твое. И не знаю, наверное, если бы обстоятельства меня вынудили бы, ну, что-либо адаптироваться к жизни в Стамбуле, но пока что идет все согласно такому номинальному плану, и Чехия мне поближе, по духу, по такому. Посмотрим, что будет дальше, как это дальше нас повезет. И пахнет кефиром. Такая локальная. О, когда? Нового года, блядь, До братанчик. Нового года, блядь, йоу. Все, спасибо, брат. Давай йоу. увидимся. Очень странное ощущение, сижу в аэропорту Стамбула, прошел все проверки, сдал багаж. Но когда смотрят на твой паспорт, на тебя, на твой паспорт, на тебя, потом звонят по телефону, точно начинаешь, что ты можешь вылететь, потом на паспортном контроле смотрят на твой паспорт, на твой айдишник, на тебя. Еще раз несколько раз все это проверяют. Странное ощущение. Конечно, хотелось бы, чтобы твой паспорт открывал двери, а не закрывал их, но все мы знаем, кто в этом виноват. В целом я поездкой доволен, было прикольно, я очень рад был увидеться с Антоном, как-то развеяться. И уже начинаю планировать следующее путешествие.
Дай бог сейчас, чтобы это все хорошо закончилось и пересек чешскую границу. Да, времена не совсем легкие, но вспоминать, я думаю, это все буду с улыбкой, дай бог, чтобы это случилось. И потом буду своим внукам и детям рассказывать, что вот, да, было время, когда я путешествовал вот так, вот так. Главное не унывать, а то совсем будет загнаться, как я это сделал, а от загона толку, ну. Будем рыть землю дальше. Только что проехал мой поезд, я в Праге, у меня все хорошо, я прошел все паспортные контроли. Ощущения странные, но это путешествие подходит к концу, я уже готовлюсь к следующему. И, как я люблю повторять, я не знаю, что будет дальше, но точно будет очень интересно.